Кодовое имя Nova Lake впервые упоминается в августе 2021 года. Изначально архитектура планировалась как замена Arrow Lake Refresh, но в 2024-2025 году ее уже называют основным преемником Core Ultra 200. В январе 2024 года Nova Lake уже рассматривается как замена Meteor Lake и Arrow Lake в будущих десктопах и ноутбуках. Также есть первое упоминание, что Nova Lake может использовать новые производительные ядра Coyote Cove и экономичные ядра Arctic Wolf с большим числом потоков. В апреле-мае 2024 года появляются новости, что Intel рассматривает переход на аутсорс. Nova Lake частично может производиться на TSMC, частично на Intel 14A. Также утечка из Dell подтверждает Nova Lake в ноутбуках с выпуском в 2026 году. Упомянутые конкуренты – это Snapdragon X Elite второго и третьего поколения. В июне 2024 года уточняется, Nova Lake S будет десктопной платформой, а Panther Lake только мобильной. Новая архитектура P и E ядер, а также LPE маломощные ядра. Также выясняется, что Arrow Lake Refresh отменен. Вместо него Nova Lake S выходит как преемник Core Ultra 200. Ожидаемый запуск 2026 год. В июле-августе 2024 года выясняется, что возможный преемник Nova Lake – кодовое имя Razer Lake S. Также подтверждается, Nova Lake получит NPU 6, шестое поколение нейропроцессоров. Также делается больше упор на AI-ускорение, аналогично Apple Neural Engine. В сентябре 2024 года появляется информация про iGPU в новом поколении процессоров. Это будет Intel Xe3 и Xe4. Использоваться будет не встроенная, а внешняя память, то есть обычная DDR5. В октябре 2024 года утечки в Linux kernel подтверждают Nova и Razer Lake как платформы следующего поколения. Упоминается P-Core Only конфигурация для Nova Lake U. В ноябре 2024 года источники говорят, что замечен первый тестовый чип Nova Lake. Конфигурация 16P ядер, 32 E ядра и 4 LPE ядра. Ожидается TDP до 150 Вт на десктопной платформе. В феврале 2025 года подтверждается информация Nova Lake до 52 ядер. Также упоминаются варианты Nova Lake только с P-ядрами. Однако говорится, что это якобы не для потребительского рынка, и там будет до 144 МБ кэша в некоторых моделях. В марте 2025 года Intel подтверждает Nova Lake на 2026 год на техпроцессе 14A, улучшение энергоэффективности. Panther Lake будет использовать 18A, а Nova позже 14A и частично TSMC N2. В апреле 2025 года подтвержден новый сокет LGA 1954. Кулеры от LGA 1700 можно использовать повторно. Также в апреле 2025 года подтверждается, что TSMC 2 нанометра остается резервной или дополнительной платформой производства для части номенклатуры Nova Lake для мобильных и энергоэффективных. В мае 2025 года сообщается, что BLLC, большой кэш третьего уровня, сейчас очень возможен. Объединение его с гибридным соединением Foveros Direct 3D позволит Intel использовать внутренние технологии и конкурировать с подходом SOIC от TSMC. Говорят, что Direct 3D достигает шага соединения менее 5 микрометров, что плотнее, чем текущий 9 микрометр техпроцесс от TSMC. Поэтому это может дать Intel огромное преимущество над текущими процессорами AMD X3D. Также в конце мая 2025 года сообщается, что у нового разъема будут те же габариты, но больше контактов. В официальных материалах, опубликованных Intel в рамках презентации Public Real-Time Gold, компания подтвердила свои планы по выпуску процессоров для настольных ПК и ноутбуков следующего поколения. Компания впервые представила прессе свой кремний Panther Lake на Computex, но вскоре после этого компания планирует перейти к выпуску процессоров Nova Lake, которые теперь более или менее подтверждены. На слайде Intel впервые подтверждает линейку Bartlett Lake S,
S, которое будет представлено под брендом семейства Core Series 2. Эти чипы будут иметь только P-ядра и будут включать до 12 P-ядер. Следует также помнить, что процессоры Bartlett Lake S являются производными от старых конструкций 14 и 13 поколения и, следовательно, сохранят гипертрейтинг. Поговорим немного о графической составляющей. Во втором поколении архитектуры, по сообщениям начала 2025 года, iGPU будет состоять из двух специализированных блоков Xe3 на базе ядра Celestial, отвечающего за графическую обработку, и Xe4 поколения Druid за вывод изображения и мультимедийные задачи, такие как кодирование и декодирование видео. Такой модульный подход указывает на стратегию Intel выделить рендеринг в мощный графический блок, а энергосберегающие функции возложить на компактный, но эффективный Xe4. Эта архитектурная гибкость позволяет Nova Lake S быть одновременно производительной и энергоэффективной платформой. Особенно это важно для младших моделей, где можно ограничиться меньшим количеством ядер Xe3, сохраняя при этом полноценную мультимедийную функциональность. Ожидается, что такая компоновка найдет применение как в массовом сегменте, так и в премиальных продуктах. Интересно будет увидеть, как именно Intel реализует Xe4 в 2026 году, когда ожидается релиз Nova Lake S. Между тем, первым чипом с графикой на базе Xe3 станет Panther Lake, ориентированный на мобильные устройства, и его анонс ожидается уже до конца текущего 2025 года. Как известно, AMD по-прежнему доминирует на рынке процессоров, особенно в играх, во многом благодаря огромному 3D-кэшу, который компенсирует задержки при работе с памятью. В то же время у Intel в последних поколениях наблюдаются хронические проблемы с задержкой, особенно в Arrow Lake, где контроллер памяти был вынесен на отдельную плитку, из-за чего увеличилась задержка между ядрами и памятью. Это привело Intel ровно к тем же трудностям, с которыми ранее сталкивалась AMD, но без спасительного 3D-кэша. Долгое время циркулировали слухи, что Intel готовит свой ответ – новый процессор с увеличенным объемом кэша последнего уровня, возможно, с технологией, аналогичной AMD X3D. Тогда же появились первые упоминания о значительном увеличении числа линий PCI-Express, включая 36 линий PCI-Express 5.0, напрямую от процессора, что позволило бы подключать сразу несколько скоростных NVMe SSD напрямую, без участия чипсета. Важный шаг навстречу продвинутым пользовательским конфигурациям. Теперь у нас есть куда больше подтверждений этим утечкам. Некоторые из них появились на страницах videocards.com и, судя по всему, были удалены по требованию источника. Однако большая часть информации успела разойтись по Twitter. Согласно последним данным, однопоточная производительность вырастет примерно на 10%, а в многопотоке на впечатляющие 60%. Упоминается даже лидирующая игровая производительность, а также появление нового энергоэффективного тайла, предназначенного для фоновых задач. 10% прироста в однопотоке могут не впечатлить на фоне конкуренции, но сам факт заявлений о лидерстве в играх заставляет задуматься. Возможно, речь идет о появлении большого 3D-кэша. Аналитики предполагают именно такой сценарий. Например, согласно тестам Tech Power Up, текущий флагман Intel 285K уже обгоняет AMD 9950X в многопоточной производительности на 6%, а в однопоточной на 4%. И это означает более высокую производительность в играх. Однако данные TechSpot.com показывают обратное. AMD 9950X быстрее на 3%, а 9950X3D на целых 35%, демонстрируя, какое колоссальное преимущество дает 3D-кэш в реальных играх. Если прирост однопоточной производительности в Nova Lake действительно ограничится 10%, то это вряд ли позволит обойти X3D модели.
Но если Intel действительно добавит крупный кэш, например, 144 мегабайта третьего уровня, ситуация может измениться. Некоторые аналитики уже прикинули, что если прирост от 3D кэша у AMD составляет около 31%, то есть разница между 9950X и 9950X 3D, то с аналогичной системой Nova Lake может выдать прирост до 44%, что хорошо укладывается в идею лидирующей игровой платформы. Кроме того, рост многопоточной производительности на 60% хорошо согласуется с увеличением количества ядер более чем вдвое. К тому же Nova Lake обещает решить одну из болевых точек энтузиастов – перегруженную разводку PCI-Express у Arrow Lake. С новым распределением линий 2 слота PCI-Express 5.0 для NVMe смогут работать напрямую от CPU, без конфликтов, что особенно важно для рабочих станций и игровых ПК с несколькими SSD. Ожидается, что процессор Nova Lake 385K появится в конце 2026 года, хотя сроки могут сдвигаться в зависимости от зрелости техпроцесса Intel 18A. Впрочем, Intel подстраховалась. По сообщениям, она заказала объемы у TSMC на случай проблем с собственной литографией. Подписывайтесь на канал, мы обязательно расскажем, как только появятся новые детали о Nova Lake.